Всех приветствую на канале Антон Ситников. Сегодня мы вместе с вами установим контроллер на мой велосипед от FlipSky FT85BD. Это контроллер 2 в 1 для двух электродвигателей. Я выбрал такое решение для возможности масштабирования моего велосипеда до полноприводной версии. Также на руль мы установим дисплей FlipSky TFT для удобного просмотра одометра и заряда батареи. Сегодня я установлю контроллер только на передний привод, а уже в следующих сериях мы подберем новый мотор на заднюю ось и настроим полный привод. Начнем с распаковки. Нас встречает контроллер FT85BD со всеми необходимыми проводами для подключения. Хочу отметить, что это не VESC контроллер и работает он на своей аналогичной прошивке от FlipSky. Далее мы рассмотрим приложение и произведем настройку. Также мы будем использовать Bluetooth модуль для связи с приложением на Android. Обязательно покупайте Bluetooth модуль, если хотите настраивать контроллер со смартфона. Дисплей FlipSky TFT имеет красивый дизайн и вертикальную ориентацию. На руле смотрится стильно. Итак, приступаем к сборке. Для начала я подключу все провода к контроллеру и проверю работоспособность. Затем установлю контроллер в защитный короб на раме. Контроллер разделен на две части – Master и Slave. Master – это первый или главный мотор, а Slave – это второй мотор. Сегодня мы используем один двигатель, поэтому подключение проводим со стороны Master. Первым делом припаиваю фазы на электродвигатель по цветам и изолирую термоусадкой. Электродвигатель у меня остался старый из прошлого видео. Это MXUS 15F на 500 Вт с планетарным редуктором. Для тех, кто не смотрел это видео, сначала рекомендую ознакомиться с ним. Вы, наверное, можете спросить, а почему я не подключаю датчики холла от двигателя? Я отвечу, что на моем моторе они неисправны, поэтому я их не использую. Контроллер способен работать и без датчиков холла, поэтому берите это на заметку. Подключаем к контроллеру ручку газа на датчике холла в разъем ADC. Для ручки газа нам нужны три пина – 3.3, GND и Throttle. Bluetooth модуль подключаем в разъем UART со стороны Master. Дисплей FlipSky TFT тоже подключается в UART, но его можно подключить во второй UART со стороны Slave. Кнопка включения с индикацией подключается в разъем Power Switch. Для настройки контроллера через USB-порт с компьютера на Windows необходимо подключить USB-кабель в разъем USB. Устанавливаем контроллер в короб, укладываем провода и закрепляем Bluetooth. Кнопку включения устанавливаю сбоку на коробе. Теперь наша сборка завершена, и давайте приступим к настройке через приложение на Android. Ссылки на приложение вы можете найти на официальном сайте, сканируя QR-код на странице продукта, или найти у меня в описании под видео. Запускаем FlipSky ESK2 версии 1.4. Включаем Bluetooth и подключаемся к контроллеру. Нажимаем Motor Setup для определения двигателя. Вводим количество ячеек батареи, в моем случае это 13S 48 вольт, и ток мотора, у меня это 50 ампер. Нажимаем Detection и начнется процесс определения мотора, в процессе которого двигатель начнет издавать звуки и вращаться. После успешного определения появится окно с определенными параметрами, нажимаем ОК. Для настройки ручки газа нажимаем Control Setup и выбираем ADC в Input Signal Type. Жмем в Right. В верхнем углу нажимаем ADC параметр Set и ставим Control Mode на Duty Cycle. Изначально я поставил Current, и мой двигатель работал неплавно, поэтому ставьте Duty Cycle и обороты будут регулироваться плавно. Далее, для калибровки минимума и максимума ручки газа жмем ADC Parameter Calibration, жмем Start и нажимаем несколько раз ручку газа, чтобы контроллер определил верхнюю и нижнюю границу. И жмем Setup и Stop. На этом настройка завершена. Для просмотра показателей в реальном времени можно зайти в Test and Display. Ну а теперь приступим к городским испытаниям. В самом начале я установил режим управления Current по току, но мой мотор работал неровно и в какие-то моменты дергался. Я начал подбирать параметры, и когда поменял управление на Duty Cycle, то мотор стал работать плавно. Видимо, это из-за отсутствия датчиков холла, которые неисправны на моем моторе.
Прокатившись по городу, хочу сразу отметить, что мотор работает намного тише и плавнее. На старом контроллере почему-то этот мотор издавал неприятный гул. Давайте проверим максимальную скорость и подъем в гору. Максимальная скорость у меня получилась 42 км в час. И это на 4 км быстрее, чем на старом контроллере. Дисплей отображает скорость по GPS, что непременно радует. На старом контроллере это отображалось только в момент нажатия на ручку газа. В заключение могу сделать вывод: FT85 — это отличный контроллер для электротранспорта. Работает стабильно, мягко. За все время езды в максимальных режимах не греется, температура мосфетов составила 40 градусов. В следующей серии я планирую поставить мотор на заднюю ось и настроить полный привод. Если вам интересен данный проект, то обязательно ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии и обязательно подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в новых видео.